Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Так, друзья, всем привет. Надеюсь, меня хорошо слышно. Если слышно, то поставьте плюсик. И скажите, разумеется, не перебивает ли меня музыка, четко ли слышно мой голос, чтобы мы могли приступить. Так, 2 плюсика вижу, 3 плюсика. Отлично. Нас пока не так уж и много на стриме. Сейчас... Так, просят музыку потише, но это как всегда. Я думаю, что сейчас люди еще будут подходить на стрим, но сегодня у нас такой, скажем так, не совсем тот формат стрима, который у меня был ранее. Значит, что у нас будет? Я вкратце расскажу то, что я вам хочу рассказать, и только в конце я поотвечаю на ваши вопросы. Недолго, да, хочу уложиться, чтобы стрим вышел где-то в минут 30-40, чтобы его можно было потом адекватно посмотреть в записи и проанализировать и запомнить всю информацию, которую я скажу. Я думаю, что нужно переходить именно к таким форматам стрима, потому что просто сидеть, болтать ни о чем, это смысла никакого не имеет. Музыка долбит у кого-то. Так, давайте еще тише сделаю. Ну вот так вот музыка. Вот. Я думаю, что так все-таки будет получше. Чуть сделал потише музыку. Значит, о чем мы сегодня хотим поговорить все вместе, да? Значит, во-первых, поставьте лайк. Обязательно поставьте лайк, чтобы потом не отвлекаться на это. Сейчас лайков очень мало, чтобы я тоже потом вас не просил это делать повторно. Начать я хочу с того, что превью вы видели, что называется, как у нас, да? Это новая эпоха NFT игр, и я не просто так нарисовал. Вернее, не я нарисовал, превью не я рисую, его мне рисует другой человек. Почему я решил написать такой текст на превью? Потому что я действительно верю в то, что сейчас начинается потихонечку зарождение новой эпохи NFT игр, и об этом я хочу чуть подробнее поговорить с вами и рассказать свое мнение, как я к этому отношусь, а вы уже сами будете думать, соглашаться с моим мнением или нет. Значит, что я подразумеваю под эпохой, новой эпохой NFT игр? Вообще, сразу скажу, что, возможно, новичкам будет не очень понятно все, что я сегодня буду говорить, потому что будет различная терминология, и больше ее поймут скорее старички. Но рано или поздно новички дойдут до того, что тоже будут понимать, о чем мы говорим. Значит, Step In, да, что это у нас такое? Я думаю, каждый из вас слышал про этот проект. Это продажа NFT кроссовков. Вы покупаете его, скачиваете приложение и выходите, и вы можете зарабатывать этим деньги. Это что-то новое, чего не было раньше, и вот прям хайпует сейчас очень сильно такая тема, что вы должны купить какую-то NFT или какой-то токен и потом что-то делать, и взамен вам будут давать токен. Сейчас также появляется, во-первых, много аналогов степина, да, то есть уже это начинает расходиться на клоны, и очень много проектов похожих, то есть вы покупаете кроссовки, да, они там у клонов намного дешевле, и точно так же зарабатываете там какой-то токен этого проекта просто потому, что вы ходите, бегаете, занимаетесь, тренируетесь и так далее. Сейчас также, почему я пишу большими буквами? Let's Me Speak, да, тоже начинает потихонечку хайповать. Значит, что такое Let Me Speak? Это тоже, скажем так, что-то типа степ-ина, только тут вы покупаете NFT, и вы должны изучать английский язык, за что тоже будете получать токены этого проекта, которые потом можете продавать на биржах. И я думаю, что в ближайшее время подобного рода проектов будет достаточно много. Будут придумывать всякое, там, я не знаю, там, делай зарядку, правильно питайся, и за это получай токен. В общем, тут можно фантазировать и фантазировать, что еще придумают в будущем. Но я думаю, что основной тренд на конец 2022 года будет именно заключаться вот в таких приложениях, и об этом я хочу поговорить с вами. Как я к этому отношусь, стоит ли этим заниматься, стоит ли уделять этому время, или это все мимо нас, и это больше не про заработок, а про какое-то развлечение. Значит, рассказываю. Я отношусь к этому всему как не с позиции инвестирования, да, то есть я инвестор.
Я хочу вложить свои финансы куда-то и хочу потом получить прибыль, исходя из пропорций финансов, которые я вложил. Тут же мне нужно вложить финансы и еще дополнительно что-то делать. Зачем? Я должен вкладывать финансы и что-то делать, если я могу просто пойти на работу, и мне не нужно будет вкладывать финансы, и я просто смогу работать и получать деньги. Мне не нужно будет покупать какую-то NFT для того, чтобы работать. Правильно? Я думаю, что правильно. Но, с другой стороны, эта вещь, скажем так, имеет свои плюсы. И сейчас я расскажу о них. Во-первых, тут достаточно небольшая вероятность скама, если мы говорим, вот, допустим, про изучение английского языка. Это может держаться очень долго, и тема на самом деле нужная, и, скорее всего, я сам буду участвовать в этом проекте не потому, что я там хочу как-то заработать, а потому что мне действительно нужно потянуть свой английский язык. И сразу хочу сказать, что это, разумеется, не реклама, со мной не связывались разработчики, и я с ними не связывался, это я просто говорил от себя. Я буду здесь участвовать, потому что мне просто нужно потянуть английский язык, но если это будет еще в теме крипты, и я смогу получить с этого какой-то небольшой профит и потом об этом рассказать вам, то я думаю, это будет дополнительно меня мотивировать это делать. И вообще, я долго сидел и думал, как можно назвать вот все эти проекты, да, когда вы покупаете NFT и вам нужно еще что-то делать. У нас на Ваксе есть фармилки, да, то есть это проекты, в которых мы просто фармим токен. У нас есть стейкинг, у нас есть геймплейные игры. А вот такие вот проекты я решил их называть мотивационно-поощрительные. То есть вы вкладываете деньги, у вас есть мотивация их отбить и заработать, и за это вас поощряют тем, что дают токен этого проекта, поэтому я буду их называть мотивационно-поощрительные. Я думаю, это разумно. Так вот, тут есть такая фишка, что даже если вы потеряете деньги, ребят, даже если они соскамятся, эти проекты, и перестанут вам платить, то все равно вы получите от них пользу. Да, вы, возможно, потеряете какую-то часть денег, но пользу, которую они могут вам дать, она все равно останется с вами, ее уже никто от вас не заберет. Если вы там находили в степ-ине, да, там 10 тысяч километров, ну, я утрирую, разумеется, то даже если проект соскамится, ваше здоровье, которое вы приобрели, вашу выносливость, вашу силу, у вас ее никто не заберет, вы все равно останетесь в плюсе. Понятно, что не в денежном эквиваленте, но в других каких-то эквивалентах, которые помогают вам развить свое тело, выносливость, опять же, силу и так далее. То есть это очень здорово, и это, ну, не так обидно, да, согласитесь, если мы вкладываем деньги в какой-нибудь проект на Ваксе, да, и потом он скамится, и мы теряем деньги и больше ничего не получаем, кроме негативных эмоций, то тут мы получаем какую-то пользу, и точно так же, и можно сказать и про Little Speak, если вы сюда вложитесь, начнете изучать английский, и в итоге проект вам не заплатит, или соскамится, или умрет, то пользу, которую он вам принес в виде знаний английского языка, она останется с вами, ее соскамить невозможно. Поэтому это однозначно менее рисковое вложение, чем вы будете вкладывать в какую-нибудь там, не знаю, игру на Ваксе, на Binance Smart Chain, на эфире, полигоне или где угодно. Это важно понимать, и к этому стоит относиться именно так, что вы хотите просто получить какую-то пользу и готовы за это заплатить деньги. Это все равно, что вы бы пошли в школу английского, только эта школа английского еще дает вам какую-то возможность вернуть свои деньги и, возможно, даже заработать сверху. Я думаю, что многие люди это понимают, и именно поэтому я думаю, что конец 2022 года он будет в таком тренде мотивационно-поощрительных вот этих вот проектов, и я думаю, что с каждым месяцем их будет становиться все больше и больше, и тут вопрос такой, стоит ли сюда заходить для заработка. Вот это вот важно определить, и я считаю, что нет. Если вы сюда идете за деньгами, то, к сожалению, это будет не самый лучший вариант, потому что так или иначе вам придется делать дополнительные действия помимо вложенных средств. А это не очень хорошо, да? Некоторые люди просто даже не анализируют проекты и вкладывают свои деньги, то есть они, какие-то банальные вещи ленятся делать, а тут нужно еще на постоянной основе что-то учить, ходить, заниматься какой-то деятельностью и еще вкладывать деньги. Скорее всего, для заработка многим это все дело не подойдет, но с точки зрения получения пользы это будет лучший вариант, и с точки зрения рисков это будет тоже отличный вариант, особенно для новичков, которые еще не знают, куда идти. Я бы рекомендовал им, наверное, рассмотреть такой вариант, но стоит сразу сказать, что все-таки будут появляться клоны на те или иные проекты, и, разумеется, нужно
выбрать либо оригинальный проект, который вышел самый первый, либо выбрать проект, который будет максимально приближен по механикам к оригинальному, и при этом за ним будет стоять какая-то хорошая команда, которая не даст в ближайшее время соскамиться проекта, потому что все-таки клоны подвержены риску скама намного больше, чем оригинальные проекты. Я думаю, каждый из вас это все дело прекрасно понимает. Вот так вот про новую эпоху NFT. Решайте сами, ребят, это опять же мое мнение, я никого не призываю заходить или не отзываю, это дело лично ваше, и вы должны сами определиться, что вам нужно. Вам нужны деньги, вам нужны знания, вам нужна мотивация или что-либо еще. Это уже все зависит от вас, от ваших целей, нужно выбирать то, куда вам стоит идти. Но я для себя решил, что с точки зрения получения финансов, для меня это не очень выгодно, потому что я в силах найти более прибыльные и более выгодные проекты, которые принесут мне намного больше денег и при этом на пассиве. Мне не нужно будет каждый день заходить и учить английский, ходить, там, прыгать, сальто или что-то еще. Поэтому у меня мнение такое. Далее, по поводу Вакса поговорим. Значит, те, кто подписан на мой телеграм-канал, вы, собственно, читали, что я сегодня написал про вот этот вот пост Diggers World, да. Давайте еще раз повторюсь, если вы не подписаны на мой телеграм-канал, то обязательно подпишитесь, там все абсолютно бесплатно, и я там делюсь своим мнением по поводу различных проектов, а также показываю, какие NFT я покупаю и какие продаю. Значит, Diggers World, да, давайте просто для примера, вот, чтобы наглядно показать, что я имел в виду, когда писал пост. Warspace Game — это проект от русских разработчиков, который был, я так понимаю, во многом перехайплен по какой-то причине, да. Давайте-ка. Ну ладно. И мне визуал вот Warspace показался очень приближен вот к этой игре. Но посмотрите, карточки в таком же буквально стиле, да, вот везде все перенасыщено, везде все сверкает, и тут и кристаллики, и то, и все, вот очень они похожи, мне кажется, даже визуально тут они только поменяли немножко текст, и то, даже текст местами выглядит, посмотрите, практически одинаково. Понятное дело, что очень много похожих проектов друг на друга, но тем не менее я заметил определенную схожесть, и, собственно, тут тоже у нас русскоговорящий создатель, можно так сказать, я не знаю, просто компания зарегистрирована на него, это Александр Брежнюк, да, написано, что адрес это Украина у нас, вот, собственно, я не жду от этого проекта чего-то серьезного, имею в виду про Diggers World, я думаю, что его судьба сложится точно так же, как и судьба Warspace, там пофлипают паки, немножко там помайнят, поймут, что в ноль или в профит они не выходят, и все начнут забивать потихонечку на проект, и при этом основатели этой игры будут крутить какой-то маркетинг. По белому листу тоже я писал в своем телеграм-канале, в чем здесь, собственно, заключается фишка. То, что здесь будут подземелья, да, вот давайте посмотрим, где это у нас здесь есть. Токеномика, это нам не очень интересно. Доступ к шахте. А где сами шахты-то? Смотрел уже я. Секундочку, прошу прощения. Инструменты. Добыча. Вот, значит, у нас есть 3 вида шахты. Это безопасная шахта, то есть это в шахту, в которую все будут идти. Здесь, я так понимаю, нету вероятности потерять свою NFT. Опасная шахта, тут большая вероятность потерять свою NFT. И опасная мина, это самая большая вероятность потерять свою NFT. И, разумеется, те люди, особенно у кого небольшой банк, скорее всего, не будут рисковать и заходить в эти шахты, потому что они, скорее всего, не скорее всего, они могут просто потерять все деньги, которые они вложили в эти NFT, и взамен по факту ничего не получат, поэтому это такая попытка немножко увеличить жизнь проекта и дать волю лудоманам, но я думаю, что 80% всех игроков пойдут именно в безопасную шахту. И также здесь есть реферальная программа для того, чтобы мотивировать каких-то блогеров там или, людей, владеющих
владеющих аудиторией, призывать своих зрителей заходить сюда, рассказывать, какой этот проект хороший. И, ну, конечно, если здесь есть реферальная программа, то слив токенов он будет еще больше. Он будет еще больше и, скорее всего, еще быстрее. Потому что реферальная программа помогает зарабатывать дополнительный доход людям, которые приводят своих рефералов, и еще больше без вложения средств в игру выводить эти токены с игры, тем самым опуская курс. Но, конечно, на начальных этапах реферальная программа выгодна. Если бы они сделали реферальную комиссию, допустим, здесь меньше, да, вот здесь написано 10% от комиссии за вывод, если там кто-то там получит, допустим, 1000 жетонов, вы с этого получите 5 жетонов. Если бы здесь они сделали 1, 2, 3%, это еще бы куда ни шло, это еще пойдет. Но такая реферальная программа, мне кажется, слишком большая, и она будет влиять на цену токенов этого проекта. Поэтому я решил, что в эту игру я не буду заходить. Возможно, сниму про него видео, возможно, нет. Ну, я на самом деле особо не вижу смысла здесь что-то дополнительно рассказывать. Я эту игру скипаю, в нее я заходить просто никак не буду. Немножко поотвечаю на ваши вопросы и продолжу. А как называется учи английский, получай за это крипту? Let me speak. Let. Вот смотри, letmespeak.org. Вот так вот называется. Я думаю, что я напишу об этом пост, потому что, ну, я планирую зайти. Ну, как бы, повторюсь, со мной не связывались ни разработчики, никто. Свои кровные сюда вложу для того, чтобы просто была мотивация учить английский язык. Вы, те, кто смотрит меня давно, вы знаете, что у меня с английским просто сильная беда, и часто в комментариях вы меня поправляете, когда я видео называю какие-то проекты неправильно или читаю какие-то слова неправильно. Кстати, поставьте, пожалуйста, лайк, ребят, вас 150 человек, а лайков всего 40, это на самом деле немножко обидно. Вспомню, что я еще хотел сказать по поводу Оракула. Я понимаю, что новички, скорее всего, не знают, что такое Оракул в NFT играх, но я думаю, что мой стрим также смотрят и старички, и я попрошу поставить плюс в чат тех, кто знает, что такое Оракул. Плюсики в чате поставьте, кто знает, что такое Оракул. Это, допустим, CryptoBlades, CryptoMines, вот эти проекты. Так, ну вот, какие-то люди знают, что такое Оракул. Окей, а теперь те люди, которые поставили плюсики, поставьте, пожалуйста, цифру 9, если вы считаете Оракул перспективной механикой и актуальной на данный момент, и цифру 0, если вы ее не считаете таковой. Мне просто вот интересно. И я расскажу, к чему я все это дело веду. 0, 0, 2, 0. Ну вот, большинство людей не считают механику Оракул перспективной, и я с вами полностью согласен. Просто сегодня один из зрителей мне в середине дня написал, сказал: Гео, вот посмотри перспективную игру, она с Оракулом. Я спросил, в чем перспективность, он говорит, ну Оракул, это же постоянный доход. Но в действительности, ребят, давайте вспомним, что у нас происходит с Оракулом. Давайте посмотрим на примере CryptoBlades. Допустим, сначала на примере CryptoBlades, не будем прям в дебри лезть, посмотрим. У нас все идет отлично в начале, все идет отлично, токен растет, все счастливые, зарабатывают отлично, если держат токены, если не держат и сразу сливают, зарабатывают меньше, но потом такой же резкий бум, и это уже механика, я имею в виду Оракул, да, она уже показала себя, и это подтверждено историей. CryptoMines, смотрим, тоже игра с механикой Оракула, да? Что у нас здесь? А у нас здесь все то же самое. Все то же самое. Это Оракул, ребят. Он будет развиваться всегда по такому сценарию. У нас все отлично. Токен растет. Все рады, все зарабатывают, все. У всех все здорово. И потом резкий спад, и многие даже не успевают. Все думают, что он будет дальше расти. Но происходит резкий спад, думают, что это коррекция, не фиксируются и потом остаются практически ни с чем. Так вот, механика Оракул, у нее есть только один плюс. Если проект занимается адекватным маркетингом, то у него есть возможность совершить этот памп, и те люди, которые уже давно следят за этой сферой и которые иногда хотя бы прислушиваются к тому, что я говорю, они знают, что при механике Оракул мы получаем вот этот памп, и да, мы на нем можем заработать.
заработать. Да, мы можем заработать, и нам для этого даже не обязательно заходить в эту игру, потому что мы можем просто купить токены этой игры и потом на пике их продать. И мы заработаем намного больше тех людей, которые купили NFT этой игры и пытались выфармить там эти токены, выйти в ноль, потом продать NFT или реинвестировать. То есть это уже пройденный этап, который мало актуален. И все игры с Оракулом все, вот все найдите, которые вы знаете, которые вы сможете найти. Игры с Оракулом, вы увидите вот такую горочку с падением. Где-то горочка будет более резкая, где-то будет менее резкая, но она всегда будет. Сначала резкий памп, потом резкий дамп. Если мы посмотрим, допустим, игры без механики Оракул, допустим, ПВУ, да, в нем Оракула нету, мы все это знаем прекрасно, и мы все это помним, то тут такого нету. Он растет какое-то время, и потом только падает с коррекциями, может восстановиться. Посмотрите, сколько здесь было волн восстановления. Он сначала поднялся, опустился, поднялся, опустился, поднялся, опустился, и потом только в последнюю стадию скама потихонечку начал уходить. Да, с биткоином. Там тоже нету у нас механики Оракул. То же самое, посмотрите, он восстанавливался прям с самого низа практически. Он поднялся, потом упал снова вниз, потом рос, падал, снова рос, снова падал, снова рос. Вот это вот даже по графику можно определить, где есть механика Оракул, а где нету. Поэтому, к сожалению, на данном этапе сейчас, вот когда я записываю это видео 27 апреля 2022 года, механика Оракул сейчас остается такой, короче, ей можно пользоваться только с точки зрения флипа. Вот как вы флипаете какие-то NFT, которые покупаете с дропа или перепродаете, вот точно так же стоит относиться к механике Оракул. Это просто возможность получить какие-то быстрые деньги, долго не находясь в игре. Или вообще в ней не находясь. Вы покупаете токены, продаете их на пике, все, это ваш доход. Вам не нужно покупать NFT, это будет лишние траты, лишние риски, и ни к чему хорошему это не приведет. И мы к этому с вами пришли спустя какое-то время, потому что первая игра с Оракулом на моей памяти вышла летом прошлого года, это был Crypto Blades, и это была первая игра, которую я увидел, в которой я увидел механику Оракул, и я заинтересовался, подумал, вау, неужели все, теперь будут такие игры, которые постоянно будут приносить доход. Но потом мы с вами выяснили, что это не так, и что здесь есть свои плюсы и минусы. Мы много раз разбирали эту ситуацию и на стримах, и в своих видео я вам об этом говорил, и статьи я вам об этом писал, и те, кто давно за мной следят, об этом уже все прекрасно знают, как зарабатывать на играх с Оракулом. Если нет, то вы всегда можете посмотреть мои видео, которые находятся на моем канале. Немножко почитаю вопросы и продолжим. Так, это плюсик, я вас спрашивал уже несколько раз, прошу твоего мнения об Realm NFT. Я уже говорил на прошлых стримах про Realm NFT. Музыку тише, что до сих пор? Музыка вам мешает? Давайте сделаем ее чуть-чуть потише. Вот так вот. Потато, да? Про Потато, я так понимаю. Значит, ребят, смотрите. Многие из вас пишут, говорят, Гео, слушай, вот даже буквально перед стримом мне человек написал, говорит, слушай, Гео, в чем проблема, почему все продается в минус в Потатосах? Ребят, смотрите, я вам очень много раз говорил, то, что я не зарабатываю на продаже NFT. Это вот просто не ко мне, у меня канал не про это. Я не покупаю NFT с целью там потом продать и не участвую в дропах даже. Даже если я знаю, что дроп прибыльный, я все равно в нем не участвую. Хотя у меня есть такая возможность, у меня есть и финансы, и все есть. Я в них просто не участвую, потому что мне это мало интересно. Я зарабатываю на инвестициях в NFT. На инвестициях, не на продаже NFT, а на фарме конкретно в проектах. Вот моя задача зайти в проект, на фарме там токенов, вывести их и потом продать NFT. Вот у меня есть два варианта. Купить NFT в начале и потом продать в конце. Поэтому, если вы покупаете NFT с целью побыстрее продать их подороже, то вы должны более тщательно погружаться в этот процесс и изучать
почему так происходит и почему вы не угадываете, куда идет цена. Но могу сказать так, что падение, вот, которое здесь все видят, ну тут не прям видно, давайте выберем повара, вот тут видно еще, да, падение есть у нас, это абсолютно нормальная ситуация для этого этапа игры, для этапа развития игры, на котором он сейчас находится. Очевидно, что когда он релизнется и когда люди начнут в нем получать токен, начнут как-то зарабатывать, ситуация, скорее всего, локально изменится. Как минимум локально, может быть и глобально, да, я не могу это утверждать, но как минимум локально ситуация изменится, потому что будет происходить? Люди будут говорить: о, а я зарабатываю здесь, смотри, вот столько-то, столько-то, за столько-то дней, и люди тоже будут хотеть это делать, и они будут не продавать NFT, а наоборот их покупать. Повторюсь, это абсолютно нормальная ситуация. Также еще хотел сказать важную вещь. Смотрите, друзья, почему одни зарабатывают на NFT проектах, а другие теряют? Одним из важных критериев является время входа в проект и предварительный анализ того, сколько этот проект может прожить. Потому что как происходит? Заходит человек в игру, начинает в ней фармить, начинает зарабатывать и показывает своему другу: смотри, я здесь зарабатываю, и там 2-3 недели он показывает, что он зарабатывает. И друг его думает: блин, слушай, он 3 недели уже зарабатывает, я тоже так хочу. Он заходит в эту игру на 3-й неделе ее жизни, его друг уже окупился, уже вышел в плюс, и на 3-й неделе жизни начинается потихонечку падение токенов этого проекта. Окуп у человека, который зашел на 3-й неделе жизни проекта, потихоньку увеличивается, и он не окупается, выходит в ноль и говорит: слушай, а куда ты меня завел? Вот зачем ты мне сказал, что ты здесь зарабатываешь? Я вот зашел, и я потерял. Ты, наверное, меня в чем-то обманул. То есть очень важно понимать время входа и предварительно проанализировать, сколько проект может жить. Это очень важно. И я часто делал так, что я не заходил на начальных этапах проекта. Я говорил, и вы меня ругали, говорили: Гео, вот ты дурак. Где-то я ошибался, где-то нет, но это моя стратегия, которой я придерживаюсь, которая дает мне профит уже год. Я пользуюсь ей и буду продолжать пользоваться, потому что она, мне кажется, эффективной для меня. Мне она подходит, и я понимаю, как она работает. Поэтому для меня выгодно или невыгодно, допустим, заходить на начальных этапах, да. Я в основном вот просто сижу, жду, смотрю, как торгуется токен, что происходит с NFT, думаю, сколько может проект прожить, и только потом захожу, когда уже там какие-то иксы токены дали. Мне не жалко то, что я там не заработаю. Мне важно не потерять. Я много вам раз об этом говорил. Еще, что хотел сказать. Новичкам особенно. Я знаю, что этот стрим будут смотреть новички. Вы должны понимать, когда вы заходите в NFT, в сферу, вообще в любую сферу финансов и вкладываете сюда свои деньги с целью заработать, вы должны понимать то, что вы покупаете вероятность. Вы покупаете вероятность приумножить свои средства. Вы не можете купить гарантию. Нету такой возможности. В сфере инвестиций никаких гарантий нету. Вы покупаете вероятность. А какую вероятность вы купите, это уже зависит от вашего аналитического мышления, от вашего опыта, от вашего трудолюбия и так далее. Вы должны сами проанализировать и сказать, какую вероятность вы покупаете. Допустим, я покупаю вероятность того, что мои деньги приумножатся, 70%. И смотрите, сколько вам нужно заплатить за эту вероятность. Если цена адекватная, то вам нужно покупать эту вероятность. Если цена неадекватная, вы должны проходить мимо. Или вы оцениваете, вероятность того, что я здесь заработаю, 50%. Тогда цена должна быть очень маленькая, чтобы вы захотели купить эту вероятность. Я думаю, вы поняли и уловили суть моих мыслей, потому что многие новички думают, что вот я вложу сюда на год, буду накапливать NFT, буду зарабатывать миллионы там. Нет, так, к сожалению, это не работает. Если бы так это работало, я бы уже не знаю, был бы далеко и уже не снимал для вас видео, потому что стал бы миллиардером, наверное. Поэтому очень важно понимать и очень важно фундаментально подходить к любым сферам, в которые замешаны деньги, потому что легких денег не бывает, как бы вы этого не хотели. Расскажи про прибыльный проект, пожалуйста, я устал от плохих проектов. Смотрите, ребят, хорошее высказывание. Действительно, слушайте, ребят, ну накидайте лайков. Даже люди пишут в чате, поставьте лайк.
Тут Гео сидит, старается, 200 человек на стриме, а вы жмете лайков. Значит, для новичков, опять же, и для старичков напомню, что NFT-сфера имеет определенную сезонность. Как бы вы этого не хотели, как бы вы не думали, что это иначе, она имеет свою сезонность. И мы с вами уже давно поняли, какие сезоны, да, то есть вот с мая у нас будет затишье где-то до июля. Это не значит, что не будет проектов. Это не значит, что нельзя будет заработать. Просто количество качественных проектов будет намного меньше, и придется иногда немножко подождать, как мы делали это с вами в прошлом году. Мы это опять же обсуждали. Откройте мой прошлогодний стрим, я на каждом стриме вам это все говорил. То есть с мая по июль у нас будет затишье, и прям много проектов не будет. Но начиная с августа, особенно с сентября, начнутся проект за проектом выходить. Проект за проектом. И будут хорошие проекты, качественные. Важно только отделять качественные от скама, и тогда у вас вообще все будет супер. И второй сезон, это у нас перед и немножко после Нового года. Да, это было у нас и с фармерами, это было у нас и с ПВУ. То есть перед Новым годом где-то в начале декабря уже проекты потихонечку начинают скамиться, и новые не выходят. А если выходят, то по большей части это мошеннические проекты с целью заработать на вас деньги, ничего вам взамен не дав. И где-то по 15 января, по 20 может быть января, потому что у всех праздники, никто не хочет заниматься обновлением, разработкой проектов и так далее. Вот это затишье у нас тоже присутствует. Мы это в прошлом году уже с вами видели. Я уверен на 97%, что в этом году будет то же самое и будет такое же затишье. Поэтому сезонность определенная здесь есть. Самое выгодное время — это у нас конец лета, начало осени. Когда проекты за проектами будут выходить, будут все очень красиво, качественно, возможно, будут появляться новые механики. Напомню, что, кстати, Farmers World начал хайповать и приносить огромную прибыль именно осенью. И достиг пика, если я не ошибаюсь, в октябре. В середине, по-моему, октября или в конце октября. И, еще одно подтверждение моим словам, да. Поэтому вот вам ответ на вопрос. Сейчас проектов на Ваксе определенно хороших, вот прям, чтобы сказать, заходите сюда на всю котлету, там 100%, нету, просто нету. Я вот жду из всего только потато и все, больше ничего я не вижу. Возможно, какое-то обновление фармеров, но я не знаю. Там это уже не принципиально, у меня сейчас на боте стоит, тут фармится что-то, сколько здесь? Так, а почему он перестал показывать дневной профит? Там около 5 баксов в день фармится. Тут, копейки, ребят, копейки сейчас фармится. Сейверсов я вышел, я вам писал пост об этом. То есть сейчас прям чего-то такого интересного нету. Из того, что я жду, это Визардия. Все вы знаете, записывал и видео, и в топы все время засовываю эту игру. Я жду и повторюсь, если она выйдет так, как ее задумывали, ее ждет успех. По моей точке зрения. По моей. Я не утверждаю, что 100% так и будет, но свои деньги я в них вложил и купил и токены, и застейкал их на 4 месяца. Купил и NFT, кто не знает, у меня на канале есть видео, посмотрите обязательно. Дальше. Что насчет той игры из рекламы последней? Значит, рекламы 2 у меня было. Это SAR, да, вот он. Кто-то написал мне, я не знаю, разработчик это, помощник разработчика. Спросили потом еще, что вы думаете о нашем проекте. Не знаю, наверное, кто-то из разработчиков. Значит, мы уже один раз затрагивали тему этой игры на стриме. Один из зрителей мне сказал. Но здесь, друзья, мне очень нравится визуальная составляющая и задумка интересная, но почему-то мне кажется, что, к сожалению, она просто никак не стрельнет. Здесь ничего не будет, определенные причины на это есть, я их не буду называть, я думаю, многие из вас сами прекрасно все понимают. Как-то они занимаются маркетингом, но маркетингом, я так понимаю, они занимаются очень посредственно. Я встречал проекты, которые занимаются им намного лучше, намного качественнее, и именно по этой причине, не по этой причине, это одна из причин, почему я думаю, что у них пока ничего адекватного получаться просто не будет. По поводу второй игры, ребят, кто не посмотрел, посмотрите, что там сказал человек в видео,
Ну, по факту он все вам рассказал, там уже думайте сами. Я скажу лично о себя, я пропускаю. Что SAR, что игру из последней рекламы, я для себя решил, что пропускаю. Возможно, на них можно будет заработать. Я даже уверен, что на них можно будет какие-то небольшие деньги заработать, но с точки зрения моего времени, которое я потрачу на анализ, там, какие NFT покупать или что-то делать, я пропущу, потому что, ну, скажем так, конечный результат, награда за все это меня не устраивает, и я лучше потрачу свое время на что-то более прибыльное. Так, вопросы ваши. Just like the streetlights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it. Привет, Гео, давно не следил, можешь вкратце игры, стоящие внимания, чтобы сейчас лицелететь. Посмотри, у меня сейчас несколько топов на канале, можешь посмотреть там, в принципе, все самое актуальное. Guild of Guardians, какие перспективы, NFT, никаких перспектив уже нету, очень старая игрушка уже. Она уже изживает свое, я не знаю, ладно бы ты спросил это месяца 4 назад, это еще можно было бы обсудить, но даже 4 месяца назад я говорил, что, ну, посредственный вариант, а сейчас уж тем более. Так. Ботов можешь купить или подскажи, где сам покупаешь. Ребят, по поводу ботов, вы можете обратиться ко мне в личку, но это не так, что Гео, я хочу бот для игры, которая называется «Моряки, море и небо. .су» на там, я не знаю, на каком-то домене. Нет, это не так работает. Боты есть под определенные проекты, и в основном это самые популярные проекты на Binance Smart Chain и на Vax. Если вас интересует что-то из топа Binance Smart Chain и Vax, тогда да, вы можете обратиться ко мне в личку, я вам дам контакты человека, который занимается ботами, контакт человека, у которого я сам покупаю ботов и все время пользуюсь его ботами. Человек проверен временем, мы с ним работаем уже почти год, ни одного скама не было, никого он не кинул, не обманул. В общем, ему я доверяю целиком и полностью, и свои кошельки всегда вписываю с паролями в его ботов, поэтому, ну, типа, все нормально. Там уже сами решайте, ребят. Если боитесь, то не делайте. Если делаете, то не бойтесь. Будет видео про твою стратегию. Ребят, я много раз уже рассказывал примерно, из чего состоит моя стратегия, но целого видео, там, как я все делаю, разумеется, не будет, потому что, ну, я не буду делиться полностью своей стратегией, потому что... Да блин, потому что все воруют, господи. Каждый второй блогер потом будет присваивать ее себе, говорить, что он ее придумал. Это раз, а во-вторых, она станет менее эффективной. И учитывая то, что бывает такое, что когда я снимаю видео, проект, ну там поднимаются какие-то объемы продаж, это еще более будет сказываться. То есть у меня стратегия, я вам много раз говорил, я очень часто не вхожу на самом старте в проект. Очень часто я не вхожу на самом старте. И за счет этого я очень много раз избегал потерь своих средств. Очень много раз, когда другие люди теряли там тысячами долларами, я не терял вообще ничего, просто потому что я немножко подождал, набрался терпения и не боялся недозаработать какие-то деньги. Повторюсь, основа моей стратегии – максимально консервативный подход к финансам. Моя задача не заработать, моя задача не потерять. Вот представьте пример из покера. Да, допустим, не знаю, из чего угодно можно привести пример. Если человек сидит в покер и он вообще не умеет играть, но он не будет терять свои деньги, он будет все время скидывать плохие карты, пытаться как-то там только на самых хороших, рано или поздно ему просто улыбнется удача, и он выиграет какой-то банк, на котором сможет подняться неплохо, да, то есть у него будет прибыль. Но если человек каждый банк разыгрывает, да, там старается что-то агрессивничать, то даже если ему повезет, не факт, что он выйдет в плюс с этой игры. Поэтому главное не потерять, а заработать вы всегда сможете. Но заработать это очень просто, вам просто может улыбнуться удача, и вы уже поднимете там несколько тысяч долларов, как многие мои зрители уже это делали. Но если вы будете заходить в каждый проект, раскидываться своими деньгами, то, скорее всего, к тому моменту, когда вы заработаете и вам улыбнется удача, вы просто максимум выйдете в ноль, а то и в минус. Потому что вы до этого раскидывались деньгами в каждый проект, входили, пытались что-то купить, реинвестировать, еще что-то и так далее. Привет, Гео, что по поводу роллер-коин? Я не знаю, что по поводу роллер-коин. Что тебе сказать? Ну, игра, если интересно. Если не интересно, не играй. Игра с бесплатным входом в одном из топов по бесплатным проектам. Я рассказал, в чем заключается ее суть.
Подскажи, в какой проект сейчас стоит влетать или ждать? Ребят, вот еще, кстати, очень хорошее, хорошо, что вспомнил. Многие из вас пишут мне: Гео, слушай, а куда зайти сейчас? Куда вложить деньги? Я всегда отвечаю: я не знаю, куда тебе хочется, туда и вкладывай. И я так буду отвечать каждому. Не будет такого, что я скажу: заходи сюда, сюда, сюда на такую-то сумму. Нет, потому что я не знаю вашего финансового положения, вашей стратегии, сколько вы планируете заработать здесь, то есть какая у вас цель в заработке, да, чего вы хотите достичь, какие у вас знания, сможете ли вы вовремя выйти или вовремя зайти, верно реинвестировать, верно посчитать доход, прибыль, там, свою стратегию. Я этого всего не знаю. Поэтому я всегда отвечаю: куда тебе нравится, туда и заходи. Какой проект нравится, в тот и инвестируй. Вот и все, я никогда не буду вам говорить. Или что часто мне еще в личку спрашивают, скидывают название проекта, допустим, там, не знаю, Sailor's World скидывают, да? Не, давайте какой-нибудь, который мы не обсуждали никогда. Допустим, скидывают Dungeon Items. Что думаешь? Вот, блин, очень много. Просто, что думаешь? Я всегда отвечаю: ребят, я не думаю о нем. Я о нем не думаю. Если вы хотите задать какой-то конкретный вопрос, задавайте. Я ж не буду каждому вот, что думаешь, и каждому писать сочинение на то, что я думаю. Но, к сожалению, у меня не будет просто времени каждому рассказать, что я думаю. Хотите какой-то конкретный вопрос задать, задайте его, тогда я вам на него отвечу. А так вы только отнимаете и мое, и свое время. Сейчас я сказал, я жду потатосов, я жду Визардию, и это пока все, на что я смотрю. Сейчас будет, очевидно, затишье. Если будет выходить что-то новое, годное, разумеется, я вам об этом буду говорить. Let Me Speak. Let Me Speak я тоже сюда буду заходить, но больше не с целью заработка, а с целью пользы, получения знаний для себя. Mines of Dalarnia смотрел? Разумеется, смотрел. Вот про Mines of Dalarnia мне все скидывают, пишут: что думаешь? Я всем отвечаю: я не думаю. Я об этом проекте не думаю. Все. Mines of Dalarnia смотрел, можно даже сейчас посмотреть. Господи. Вот, даже видно, что я смотрел ее. Значит, по поводу графики. Первое, мне графика не впечатляет. По поводу того, что показано у нас в видео, тоже, посредственно, ребят. Это очень все посредственно. Таких игр на самом деле очень много. И если вы посмотрите на то, чем каждая из этих игр заканчивается, то увидите, что ничего хорошего не получается. Задумка классная, здорово все. Но я очень сомневаюсь, что они доведут ее до ума, и боюсь, что повторится ситуация, как было с Ванакой, с Farming Tales, с My Daffy Pet. Короче, с любыми другими играми, где очень крутая задумка, но очень плохая реализация в плане заработка. Как игры, возможно, они, впечатляют, да, там, где в том же Farming of Tales, да, или как там. Да, по-моему, так называется. Где у вас там 3D фермер, где вы бегаете, там можете собирать кукурузу. Классно, очень здорово сделано, впечатляет. Здорово. А где доход? Где доход? Почему нету дохода? Вот почему так классно сделали визуал, так классно проработали там персонажа, красиво домики выстроили, кукурузу посадили. Почему вы не додумаете, как люди будут получать доход? Где этот доход хотя бы месяц? 2 месяца. Дайте нам позарабатывать. Если вы делаете проект, заморачивайтесь. Дайте нам заработать. Мы поднимем своими инвестициями вас в топ. Так дайте нам заработать. Вот я боюсь, что с Mines of Dalarnia может повториться та же ситуация. И здесь, как никогда, кстати, подойдет моя стратегия, когда даже выйдет проект, я буду просто ждать и первое время буду просто за ним наблюдать, и только потом принимать решение, стоит в него заходить или нет. И тогда, в случае, если этот проект качественный, я в любом случае смогу заработать на нем деньги, а если он плохой, я не потеряю ни цента. Как считаешь, на каком этапе жизненного цикла находится проект Stark Sharks? На завершающем этапе жизненного цикла. На завершающем многие ребята уже, уже давно достаточно жалуются, что там окуп увеличивает. В общем, все, в принципе, как и в других играх, все идет к завершению. Заходить в него однозначно нельзя сейчас. Если вы в проекте, вам нужно как-то сейчас из него выходить либо в ноль. Если вы с плюсом, то как-то там думать, как можно выжать
последние капли. Да, собственно, и все. Это все, что можно про него сказать. Твои комментарии по ходу Let Me Speak долго ли жить будет? Слушай, вот я объясню... О, господи, ребят, буквально секунду. Прошу прощения, друзья. Курьер, как всегда, не вовремя пришел. Поставьте, пожалуйста, лайки те, кто еще этого не сделал. И вопрос по поводу того, как будет долго жить Let Me Speak, или такой же вопрос можно задать по поводу Step-In. Объясню, как происходит мой анализ. Да? Когда выходит игра с новой механикой, предсказать, сколько она будет жить, практически невозможно, потому что это новая механика, которую рынок еще не видел, и пользователи еще не могут адаптировать свою идеальную стратегию для того, чтобы выжимать максимум из этих проектов. Но когда выходят уже клоны этих проектов, да, пользователи, уже получившие опыт в оригинальном проекте, они уже понимают, какую стратегию нужно сделать для того, чтобы заработать максимум. Так, подождите, а у меня вообще чат работает на стриме? Да, работает. Они подстраивают стратегию так, что они могут выжимать максимум с этого проекта. Они уже знают, какие NFT покупать, как выводить, что делать. И поэтому происходит такая вещь, что токен сливается намного быстрее, потому что люди уже знают, как зарабатывать его больше. Они уже получили опыт в прошлом проекте, и они смогут заработать в нем, в токенах больше. И когда это происходит не с одним человеком, а с 50%, то, разумеется, проект живет меньше. Именно по этой причине клоны умирают намного быстрее, чем оригинальные проекты. И именно поэтому я вам говорю, что когда выходит оригинальный проект с новой механикой, нам необходимо находиться в нем, потому что он может жить намного дольше, чем какие-то старые проекты, и он на фоне хайпа показывает нам огромную прибыль. Так вот, возвращаясь к Step-In и к Let Me Speak, мы не можем спрогнозировать, как будет и как долго будет жить тот или иной проект из этих двух, да, потому что мы еще не видели таких проектов. Это что-то новое, и только на клонах мы сможем спроецировать и примерно посчитать, спрогнозировать, то, сколько будет жить эта игра. Но сейчас это очень сложно сделать. Также важно понимать, что все эти мотивационно-поощрительные игры, они будут немножко менять механику, что тоже будет влиять процентов на 20 на жизнь проекта. Это нужно тоже держать в голове, и когда выходит новая механика, нужно определить, в какую сторону она повлияет. Либо проект будет жить меньше, либо он будет жить дольше. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я не могу сказать, сколько он проживет, потому что просто таких проектов я не видел, они только сейчас начали появляться, мне нужно время для того, чтобы я понял, как они работают, с какого момента у них начинаются проблемы, как этих проблем можно избежать и так далее. Только тогда я смогу как-то адекватно ответить на этот вопрос. Я в каких-нибудь тестнетах участвовал, и какие вообще перспективы этого направления? Тестнет, смотря что ты имеешь в виду под тестнетами. Тестнеты везде же, могут быть. Они разные бывают. Участвовал, но, если говорить в общем, да, участвовал, но очень мало. Я посвящаю все свое время в основном NFT и пассивному доходу, да, то есть, кстати говоря, перевел я, кто не видел мое закрытое видео, да, где я рассказывал про свой пассивный портфель, все-таки уговорили меня ребята перевести часть своих денег в протокол Anchor. Вот, собственно, перевел сюда 111 тысяч долларов, и процент здесь 19,49. В общем, в год у меня выходит 21 тысяча долларов, да, в неделю, в месяц 1800, в неделю 418 долларов и в день 60 долларов. Вот, решил все-таки я уйти с Байбита, и немножко отойдем от темы. Короче, на Байбите у меня лежала энная сумма денег, большая сумма денег. Мне нужно было ее перевести в другое место. И я всегда перед тем, как выводить деньги, я делаю проверочный вывод. Там вывожу минимальную сумму, там $2, чтобы посмотреть, точно ли я указал свой адрес. Помимо того, что я проверяю там каждую букву, я еще делаю проверочный перевод.
Сделал проверочный перевод, мне все пришло. Дальше делаю вывод, там 50%, по-моему, я сделал от этой большой суммы. Решил все это вывести в 2 раза. И их нету, они не приходят мне. Деньги отправлены вроде как. Их нету 10 минут, нету 15 минут, хотя они должны уже быть у меня на кошельке на другом. Их нету полчаса, час, 2, короче, нету денег. Я перевел огромную сумму денег. Думаю, что может быть? Что случилось? Ну почему вот я такой невезучий? В общем, я начал писать в поддержку, задал им вопрос, они говорят, нам нужно 24 часа. Я говорю, ребят, какие 24 часа? Я только что делал проверочный перевод, все было нормально, в чем проблема? На чьей это стороне? С чем это связано? Говорят, мы не знаем, с чем это связано, ответить на ваш вопрос пока не можем. И потом я увидел, что на Байбите они проходят какую-то проверку, и эту проверку можно отменить. Я спросил, если я отменю, через какой срок должны вернуться мои деньги? Они говорят, отменить уже нельзя. Я говорю, ответьте на вопрос, пожалуйста. Если я отменю, через какой срок мои деньги должны вернуться мне на баланс? Они говорят, сразу же. Я говорю, окей, все, до свидания. Отменяю, они мне возвращаются на баланс. И только, там, я не знаю, вот у меня была большая сумма, я смог вывести ее всю по 5% я выводил. То есть почему-то Bybit не хочет мгновенно, разово выводить какую-то большую сумму денег. И я подумал, что, ой, лучше не связываться, выведу оттуда деньги подальше и перейду куда-нибудь в другое место. Собственно, так я и поступил. Немножко это от темы отошли. Как тебе Sunflower Land? Мне не впечатлил, опять же, это больше по продаже NFT, а не про токены. Меня интересуют конкретно токены, потому что я могу это более детально анализировать, более точно могу предсказывать точки входа, точки выхода, ну, по моему мнению, по крайней мере. Понятное дело, что я ошибаюсь, 100% прогнозов нет ни у кого, ни у Уоррена Баффета, ни у кого. В сфере финансов 100% правильных прогнозов нету, поэтому мне важно, чтобы я получал свою прибыль в основном через токены проекта. Гео, интересно, сколько всего вы купили поваров Potato? Можешь посмотреть мое последнее видео по поводу этого проекта, и все NFT, которые я показал в этом видео, они остались у меня. То есть я ничего не покупал и ничего не продавал, то есть все то, что было в видео, оно актуально и до сих пор. Гео, не согласен с твоим постом в Телеграме, считаю, что у Diggers World есть будущее. Без проблем, Киберван. Ну, вообще, ребят, я не против того, что у вас мнение отличное от моего, да, это абсолютно нормально. И это очень хорошо даже, что у вас мнение, что вы думаете своей головой, что вы сразу не принимаете чью-то точку зрения, да, там посмотрели какого-то блогера, он так сделал, о, и сделаю я тоже. Так нельзя, вы должны думать сами, вы должны ставить под скепсис чьи-то слова всегда, разбираться, и только тогда вы сможете примерно в чем-то там добиться успеха. Поэтому это абсолютно нормально, я не против, я не буду там кого-то переубеждать. Окей, если ты считаешь, что у него есть будущее, то инвестируй в него. Ну, вообще, не слушайте никого. Если вам нравится проект, просто берите и инвестируйте. Если вы проанализировали его, если вы поняли, какие здесь риски, какая вероятность заработать, сколько заработать, просто инвестируйте и не слушайте, кто вас отговаривает. Включая меня. Есть аналоги 18+, типа SafePussy, да, сейчас есть, но название не вспомню, вот честно. Недавно как раз смотрел 18+ проект, новый какой-то, но название вообще не вспомню сейчас. Вот реально в голове даже нету. Мне нужно посмотреть, мне кто-то из зрителей его скидывал в переписке в Телеграме, но мне там нужно будет прям покопаться, потому что сообщений от вас очень много в последнее время. Можешь посоветовать игру новичку, у которого маленький бюджет? Новичку я посоветую начать с бесплатных проектов, посмотреть, как это все работает. Лучший вариант, наверное, будет что-то, что не скамается долгое время. Это в основном коллекционно-карточные игры. Splinterlands, God Uncharted и R7. Геоблоги еще стоит ждать? Ты имеешь в виду, наверное, влоги? Да, влоги будут, просто сейчас, ребят, очень много работы, но летом, наверное, будут. Да, я буду уже отдыхать. Вообще планировал за границу уехать, но сейчас, разумеется, все обломалось. Я себе заказал машину.
тоже, разумеется, все обломалось, мне ее не смогут привезти, я ее полностью под себя собирал, там, короче, все круто сделал, вообще, я очень долго ждал, когда ее привезут. Теперь эта машина стоит 19 миллионов почти, ну, потому что цены взлетели, плюс поставщик, короче, ее не продает сейчас, ни в моем городе, короче, все фигово. Особо влоги снимать просто не о чем сейчас. Никуда не езжу, вот на конференцию последнюю ездил в Москву, но, собственно, об этом там я писал в своем телеграм-канале, где мы с директором криптобиржи Binance в России рассказывали пользователям про сферу NFT. Вот этот пост есть в моем телеграм-канале. Вывод от 10 тысяч долларов на Bybit делается 3 раза в сутки каждые 8 часов. Это если у тебя не верифицированный, ну, нету верификации. У меня верификация есть, и я могу выводить больше 100 тысяч долларов. Поэтому у меня вообще этих проблем не должно было быть. И в поддержке они сказали, типа, мы сами не знаем, потому что у вас все нормально. Типа, вам должны были эти деньги уже поступить на счет. Какая разница между поваром и шефом, и нужны ли блюда? Влад Ганьшин, если ты задаешь такие вопросы, то тебе нужно читать белый лист, либо смотреть 2 моих видео про Medium Rare Potato. Ребят, смотрите, если вы задаете вопросы, слушай, Гео, а вот в этом проекте понадобится ли это NFT? Да, ну, новичок задает. Или, Гео, слушай, а вот, ну, какую NFT сейчас купить там? Ну, ладно, даже... короче, какие-то банальные вопросы, которые найти очень просто, и он задает мне их, то такой новичок не жизнеспособен. Ну вот без обид, но такие новички, они просто не протянут. Потому что если вы входите в эту сферу, вы уже сразу должны учиться искать информацию. Вы должны сразу перечитать белый лист, вы должны сразу посмотреть соцсети, вы должны сразу посмотреть объем продаж, вы должны сразу посмотреть команду разработчиков, и еще куча вот этих вот сразу вы должны сделать перед тем, как хоть какой-то вопрос задать. Вы должны сами пытаться искать информацию, потому что если вы этого делать не будете, а будете задавать вопросы, ну это ничего не даст вам. Да? Вы должны получить удочку, а не рыбу. Вот удочка — это умение анализировать, а рыба — это ответы, которые я вам даю на ваши вот эти вот маленькие вопросы, которые ответ на которые вы можете, короче, найти сами. Покажи игру 18+, про которую ты говорил в интервью. Так посмотри, я же сказал ее название. Зачем ее показывать? Гео, почему ты не отвечаешь на вопросы по игру с Амазонки? Андрей Ли пишет. Сейчас я посмотрю, что Андрей. Сообщение удалено отправителем. Андрей Ли. Не игры, а игра, которая так и не запустилась. Есть аналоги 18+, типа Safe Pussy. Я ответил на этот вопрос. Есть аналоги, название не помню. Так. Ну понятно, запускай доту, катнем на стримчике. Не, ребят, я в доту не играю. Я играю в MMORPG, сейчас играю в WoW БК. Вчера в рейд ходил, меня даже узнали в Дискорде. Гео, расскажи, какие способы легализации доходов скрипты есть. Легализации, слушай, никаких. Наверное, никаких. Вот, ну, будем откровенны, все вы знаете, что я не плачу налоги, да? Вообще. То есть в скрипты я ничего не плачу. Я много вам раз рассказывал, как я вывожу деньги. До 500 000 рублей я вывожу через P2P Binance. Более 500 000 я вывожу через обменники в своем городе или в чужом городе. Да? То есть заходите на BestChange. По-моему, ссылка даже есть под этим стримом на BestChange. Не помню. Либо на старых стримах. На старых стримах точно была ссылка на BestChange. Это мониторинг обменников. И там вы можете найти обменник в своем городе, который вам позволит обменять крипту на налик с маленьким процентом. Там процент, ну, зависит, конечно, от суммы, которую вы выводите. Но мне, допустим, удавалось договариваться на 0,5% от той суммы, которую я вывожу. То есть я прихожу, перевожу им деньги на их баланс. Дополнительно они с этого берут 0,5%, и они мне наликом дают эти деньги. Все. Если боитесь, можете сделать это в несколько транзакций. Допустим, вам нужно вывести $3000, и вы боитесь, что вас кинут. Переведите 1000, попросите, чтобы вам дали 1000. Потом переведите, вам дадут эту 1000, да, наликом. Переведите остальные 2, если боитесь.
Ну, то есть это работает. Были единственное с этим проблемы, когда вот вся эта геополитическая ситуация случилась, и была проблема с наличной валютой, то есть сложно было ее найти. Тогда были проблемы, а во все остальное время там, ну, проблем никаких нету. Адмирал Фрост, привет. Подскажи, плиз, между рестораном и поваром. Ну как это? В смысле? Ресторан это здание, повар это человек. Повар, ребят, смотрите. Повар это будет, ну, наиболее популярная NFT, который вам придется пользоваться. Большинству ребят придется пользоваться. Ресторан же это NFT больше такая, ну, по типу земель в Sailor's World. Единственное, чем отличается, тем, что ресторанов будет, ну, намного меньше. Будет мало ресторанов, и поэтому, в принципе, если предположить, что достаточное количество людей зайдет в эту игру с поварами, то даже если вы, по идее, купите ресторан, то у вас не должно быть проблем с персоналом. Но все-таки я склоняюсь к тому, что если у вас есть ресторан, у вас должна быть какая-то аудитория, которая будет 100% посещать ваш ресторан. Потому что если вы покупаете ресторан, ну, это дорогая NFT, да, мы должны это понимать с вами. И если, допустим, у вас не будет этот ресторан забит полностью какими-то поварами, то вы уже теряете деньги, да, вы уже не дозарабатываете. А если вы не можете сделать так, чтобы вы полноценно, полностью, у вас все время, каждый день в ресторане были все повара, то я считаю, что разумнее тогда присмотреться к какой-то другой NFT, и не стоит на такую большую сумму денег покупать одну. Лучше купите на эту же сумму поваров, да. Примерно будет то же самое, но вы будете точно знать, что вы зарабатываете 100% от возможности вашей NFT, а не 80% от возможности, или там 70%. В общем, я размышляю именно так. Ева, извини за такой вопрос, но стоит переходить с NFT игр Polygon на NFT игры VAX? Слушай, ну тут нету такого переходить. Если есть на полигоне, то играй на полигоне. Какая-то качественная игра, которая приносит тебе доход, не стоит там что-то забрасывать, переходить или там еще что-то. И ты можешь точно так же зайти на VAX и остаться на полигоне. Но если стоит вопрос, что у тебя ограниченное количество активов, да, и тебе нужно выбрать либо полигон, либо VAX, то просто нужно смотреть по доходности игры, да, по ее перспективам, по ее маркетингу, по команде, по партнерам и так далее. Токеномику, ну, в общем, провести полный анализ и выбрать, что из этого лучше, что доходнее и что будет дольше жить. Касательно этого вопроса могу сказать только то, что действительно есть такая вещь, что особенно на Ваксе это часто замечается, что когда выходит какой-то новый проект, идет перелив пользователей в новый проект, да, то есть, допустим, мы сидели в Sailor's World, да, и сейчас он, ну, даже если бы он был бы в адекватных значениях сейчас, да, приносил бы деньги, которые он приносил, грубо говоря, 3 недели назад, все равно, когда выйдет какой-то годный новый проект, часть людей выведет свои активы из Sailor's World и переведет их в новый проект. Такое есть. Это действительно есть, и об этом тоже стоит помнить, когда вы входите в проект. То, что будет приток новых пользователей, это будет больше объем продаж, больше памп токена и так далее. Но это происходит не всегда. Нужно понимать, что должны быть два проекта, где один какой-то новый и интересующий, а другой уже какое-то время пожил, и люди на нем уже заработали. Вот это критерии, при которых эта вещь работает. Действительно работает, я это замечал. Что за машину купил? Да я уже не купил, получается. Мне контракт нужно расторгать и возвращать деньги, потому что они не смогут ее собрать и привезти ко мне. А так это был Porsche. Привет, Гео, подскажи. Так, это я ответил. Я на вас подписан, но только читать успеваю новости и не могу понять ничего сам. Имею ферму, ну или она. Сергей, ну слушай, никогда не поздно в чем-то разобраться, поэтому со временем будешь потихонечку понимать, и все будет хорошо. Не подскажешь, у меня OpenSea постоянно крашится, белая страница, я из Республики Беларусь через VPN. Слушай, не подскажу, не могу сказать, потому что я нахожусь в РФ, и у меня таких проблем нет.
У меня в картошке монеты пропали при переводе. Почему так может быть, кто знает? Обратись в официальный Telegram. Там разработчики очень отзывчивые. Скорее всего, тебе они помогут и расскажут, в чем могла быть проблема. Возможно, тебя просто заскамят. Сколько советуете прикупить NFT поваров Потата для комфортной игры, несмотря на бюджет? Ну, так нельзя. Если, несмотря на бюджет, покупай всех поваров, которые есть, и все. Ну, нельзя, ребят. Я рекомендую вам входить, ну вот, в идеале, вот, я скажу, как у меня, да, не буду говорить, как в идеале, я на один проект трачу примерно 0,5% от своего депозита, где-то бывает меньше, бывает больше, где-то от 0,2-0,3 до 1-2% уходит у меня на вход в проект, в зависимости от того, какие NFT я покупаю. Это от моего общего бюджета, который я выделил только на NFT. Вот, придерживайтесь этого, если у вас есть возможность. Если нету, то до 5-10% вы можете потратить из своего основного банка для того, чтобы зайти в один проект. То есть не весь банк туда вливать, а только 10% от вашего банка, который вы выделили на один конкретный проект. И сразу же, как только вы заработаете в этом проекте, эти деньги, которые вы взяли из банка, вы должны вернуть в этот банк, чтобы он у вас оставался либо на том же значении, на котором он был, либо чтобы он постепенно увеличивался, к чему вы должны стремиться. Это вот возьмите за общую стратегию, вокруг нее можете обрисовать еще какие-то правила для себя, но общая стратегия должна быть именно такая. Здравствуйте снова, я вопрос так. Если видео для новичка, как привязать MetaMask, создать кошелек, как вложить в игру и вывести, короче говоря, все, что нужно новичку с нуля, у меня такого видео нету. У меня видео больше для более продвинутых ребят. Хочешь свою Play to Earn игру запустить? Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Не знаю. Не буду комментировать. Я не знаю, как ответить, хочу я или нет. Тут очень много фактов. Я с точки зрения чего? С точки зрения заработка? Да, наверное, нет, потому что я и так могу заработать какие-то деньги, не запуская свою Play to Earn игру. С позиции того, что я могу там как-то удивить или там что-то сделать качественное, что взлетит и покажется в каких-то рейтингах, да, возможно, я бы хотел такое сделать. Удваиваю вопрос Андрея Есенко. Имею бюджет $30-40, хочу куда-нибудь зайти, куда будет актуальнее всего. Ну вот, это опять вопрос из раздела того, что я говорил. Гео, куда сейчас зайти? Куда хочется, что вам нравится, туда и заходите. Только по бюджету ориентироваться я не могу, ребят. Вот смотри, $30-40, да? Я сказал, если это весь твой банк, то ты должен взять от него максимум 10% и вложить. Ну, $3 я не знаю, куда ты можешь зайти. И даже в роллер-коин тебе только идти. Можешь, пожалуйста, быстро аналитику по Star Shark дать? Да, там нечего анализировать. Я сразу могу сказать тебе, не заходи туда, потому что проект уже перегрет уже давно. Туда заходить сейчас противопоказано вообще, если ты не хочешь потерять деньги. Когда планируется полноценный выход Потата, есть информация, только подключился, может уже говорить, нет, у меня нет информации. Гео заходил в Sunflower? Нет, не заходил. Sunflower End я не заходил. Так, сколько у нас идет? Блин, больше часа. Хотел уложиться в 30-40 минут. Ну вот, пожалуйста. Мы с вами заговорились. Друзья, я на этом буду закругляться. Надеюсь, мой стрим сегодня был вам полезен, и вы хоть что-то смогли для себя нового узнать, или я смог ответить на ваш вопрос. Скоро будет новое видео, в котором более детально буду делиться о новых проектах, стратегиях, инвестициях и всем остальным. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, если вы еще не поставили. Подпишитесь на Telegram мой, там все бесплатно, и там еще больше информации по поводу различных NFT проектов. Буду прощаться. Всем хорошей, продуктивной недели, всем профита, всем удачи, здоровья и всего самого лучшего. Всем пока.